Ребята, всем привет! Сегодня у нас на шумоизоляции Volkswagen Polo первого поколения 2017 года выпуска. На этом автомобиле будем делать правильную шумоизоляцию 4 дверей в 5 слоев. Сейчас быстро расскажу про материалы и приступим к работе. При шумоизоляции дверей всего будем использовать 4 материала. Первый материал — это виброизоляция шумов Joker. Вот такие листы размером 27-37 см, толщина 1,8 мм. Но по характеристикам на тонком металле работает как 3-мм виброизоляция. Этот материал будем использовать внутри двери, на технологических отверстиях и на самой обшивке. Далее вторым слоем внутри двери будем использовать шумоизолирующий материал шумов Comfort 6, это вспененная резина толщиной 6 мм. Клеевый материал влагостойкий, воду она не впитывает. Следующий материал уже шумопоглощающий, это шумов Герметон на 15, толщина 15 мм. Его будем использовать на дверных обшивках вторым слоем. Размеры этих листов 1 на 75 см. Ну и последний материал — это шумов специфик, антискрип. Вот такая ткань на клеевой основе. Я этот материал беру большими рулонами и нарезаю вот на такие полоски. Также он продается вот таких готовых рулончиков размером 20 мм на 2,5 метра. Стоимость такого рулончика порядка 100 рублей. На 4 дверные обшивки обычно хватает 3-4 рулонов. Этот материал будем монтировать по периметру дверной обшивки, под пистоны и на все посадочные места обшивки. Вот такие будут использоваться материалы при правильной шумоизоляции 4 дверей. По расходу материала и его вес вот здесь вот была строчка, на ней было все написано. Вам приятного просмотра, я начинаю разбирать двери и постараюсь, как обычно, все максимально подробно рассказать, показать, дать максимум полезной информации. Погнали. Левые двери я, кстати, уже разобрал, но на примере правых дверей сейчас покажу, как снимаются обшивки. Из инструмента нам понадобится вот такой тонкий металлический ремувер, большой пластиковый ремувер, чтобы снять обшивку. Возможно, понадобится вот такой ремувер для клипс, звездочки Torx T30 и Torx T20, сверло 6,5 мм для снятия динамика и вот такие кусачки также для снятия динамика. Итак, передняя правая обшивка, начинаем со снятия вот этой накладки. Для этого берем тонкий металлический ремувер, вставляем его вот сюда, второй рукой немножко отгибаем ручку, чтобы вот в этом месте получилась щель, куда можно вставить ремувер. Отгибаем накладку, чтобы получилась щель побольше, и вставляем второй ремувер. После этого начинаем отщелкивать накладку. И снимаем ее. Вот так накладка выглядит с внутренней стороны, и по всему ее периметру расположены фиксаторы. А в некоторых местах даже есть заводской антискрип, и вот в этом месте тоже. Далее берем звездочку Torx T30 и выкручиваем два винта. Первый и второй. Купил недавно, кстати, вот такие биты для шуруповерта, очень удобно ими пользоваться. Вот такие здесь болты, всего их 3 штуки на обшивке, и все они одинаковые. Третий винт, который крепит обшивку, находится вот в этом углублении под динамиком. Все тот же Torx T30. Как и говорил, все 3 винта одинаковые. Теперь обшивка у нас держится только на пистонах, поэтому начинаем ее снимать. Используем для этого вот такой пластиковый ремувер. Снимать обшивку начинаем с нижнего левого угла. Когда все пистоны отщелкнули, приподнимаем обшивку вверх, затем тянем ее на себя, отсоединяем ручку открывания двери и отсоединяем кнопку стеклоподъемника. Вот так выглядит дверь за обшивкой. Один пистон у нас остался в двери. Пистоны здесь нестандартные, но о них поговорим еще немножко попозже. Но чтобы его снять, используем вот такой ремувер для клипс и тряпку, чтобы не поцарапать дверь. Подцепляем пистон вот таким образом по центру и отщелкиваем его. Вот такие здесь пистоны. Далее снимаем пластиковую накладку угла зеркала. Снимаем ее, потому что у нее есть вот такой люфт, который нужно будет устранить, чтобы впоследствии она не издавала никаких звуков. Для этого берем уже Torx T20 и выкручиваем саморез, который находится вот в этом месте. Вот такой саморез. Затем берем пластиковый ремувер и, начиная с верхней части, отщелкиваем накладку. Вот в этом месте у нас просто направляющая, а вот в этом месте пистон. Вот та самая направляющая, а вот это место крепления пистона, который остался в двери. Вот тот самый пистон, который нам сейчас необходимо достать. Пистон здесь необычный, он очень маленький, очень хрупкий, и его очень легко сломать. Поэтому вот такие мощные ремуверы ни в коем случае не используем. Я использую вот такой инструмент, который можно аккуратно подлезть под пистон, и затем аккуратно его потянуть на себя. Вот такой здесь пистон, достаем его очень аккуратно, чтобы не поломать. Если что, следов никаких не осталось. Далее переходим к динамику, отсоединяем его разъем. С двух сторон нажимаем на фиксатор и тянем разъем вверх. Берем сверло и высверливаем 4 заклепки. Вот так выглядит высверленная заклепка. Сам динамик у нас держится еще на мастике, которая нанесена по периметру. Поэтому снова берем вот такой ремувер и аккуратно подцепляем динамик. Вот такие здесь динамики, сопротивление 8 Ом, значок Volkswagen и надпись Китай. Дальше нам нужно брать вот эти остатки заклепок. Для этого берем вот такие острые кусачки. Откусываем 1/3 заклепки, остальное просовываем внутрь. Это самый простой способ избавиться от остатков заклепок. Но самое главное, потом не забудьте достать их из двери, чтобы они там не брякали. Сейчас постараюсь показать вам этот процесс поближе. Берем заклепку, выталкиваем ее наружу, насколько это возможно. Затем кусачками откусываем 1/3 заклепки. Берем оставшуюся часть заклепки вот таким образом и просовываем ее внутрь. Внутри двери уже просто берем ее рукой и вытаскиваем. Вот такие получаются остатки заклепок.
От заклепок избавились. Теперь снимаем вот этот пластиковый щит. Для этого сначала отсоединяем проводку, которая крепится к щиту на пластиковые фиксаторы. Затем отсоединяем разъем центрального замка. Для этого тонким ремувером нажимаем на фиксатор и тянем разъем на себя. Дальше проталкиваем уплотнительную резинку тросика двери внутрь. Можно использовать ремувер, можно просто делать это руками. Резинку внутрь протолкали. Затем берем пластиковый ремувер, подсовываем его под щит, вот таким образом, и вытаскиваем щит на себя. Разворачиваем щит и выводим из него тросик ручки открывания двери. Вот, теперь наша дверь полностью разобрана. Сейчас посмотрим штатную шумоизоляцию на передней двери и перейдем к разбору задней двери. Еще забыл показать, как отсоединяется кнопка стеклоподъемника и тросик ручки открывания двери. На разъеме кнопки стеклоподъемника вот в этом месте внизу есть вот такой фиксатор, на который нужно надавить и потянуть разъем вниз. Все очень просто. Что касается тросика ручки открывания двери, то выглядит он вот так. Вот в этом месте находится его фиксатор. Чтобы отсоединить тросик, нужно фиксатор вот таким образом потянуть в сторону замка двери и вытащить тросик вверх. Но будьте аккуратны, потому что пластик вот в этом месте очень нежный. Далее еще из особенностей передних дверей на Volkswagen Polo и на Skoda Rapid. Вот в этом месте проводка фиксируется на вот такой кусочек поролона. И сделано это не просто так, лучше вот этот кусочек поролона вообще не отрывайте. Потому что если вы его оторвете, приклеите все двери и забудете прикрепить проводку именно вот таким образом, как она сейчас прикреплена, то есть вероятность, что вот эта часть проводки, когда будете устанавливать обшивку, попадет вот в это место и будет передавлена обшивкой. Провода здесь очень тонкие, в результате чего изоляция повредится и будет замыкание, у которого будут очень печальные последствия. А именно произойдет выгорание дорожек блока стеклоподъемника, который находится на водительской двери. Ну и соответственно стеклоподъемник на этой двери работать не будет, пока вы не решите проблему с блоком стеклоподъемников, а его либо нужно будет менять, либо пропаивать. Предохранители, кстати, при этом на стеклоподъемнике не сгорают. Вот такие особенности, так что будьте аккуратны именно вот с этой проводкой. Ко второй двери тоже немножко попозже подойдем, там тоже есть такая же проводка. Но что касается штатной шумоизоляции, точнее виброизоляции, здесь у нас есть вот такой кусочек штатной вибры, который находится под наружной ручкой открывания двери. И также второй кусок штатной виброизоляции находится по центру двери. Ну и больше внутри двери, соответственно, ничего нет. Машина у нас не новая, автомобиль 2017 года, поэтому в дверях у нас поднакопилась грязь, которую нужно будет вымывать и вычищать. Ну и в районе динамика также нет никакой виброизоляции. Еще штатная шумоизоляция, у нас есть вот такой кусок губки, который находится под уголком зеркала. Под ним, кстати, есть еще вот такой кусок виброизоляции, который, видимо, должен был заклеить вот эту щель. Что касается передних обшивок, да и задних, то они просто из жесткого пластика и на них нет никакого шумопоглощающего материала. Некоторые пистоны при этом брякают в своих посадочных местах. Также по передним обшивкам брякает кнопка стеклоподъемника. Но все это лечится. Забыл еще показать, что на передних обшивках в районе уголка зеркала есть вот такой фиксатор. Это крючок, который цепляется за тот самый уголок, поэтому будьте аккуратны при снятии обшивки, не поломайте его. Ну и пистоны на Polo первого поколения у нас необычные. Выглядят они вот так, это у нас не рабочее положение, когда пистон защелкивается, вот эта часть опускается вниз. А вот эта верхняя часть, где находятся лапки, при этом разжимается. Поэтому если такой пистон остается в металле двери, то это значит, что он не раскрылся. И подцеплять его нужно прямо вот в этом месте за второй диск снизу. К шумоизоляции обшивок мы также еще вернемся попозже. Сразу немножко расскажу про переднюю левую дверь. Здесь у нас проводки было немножко побольше. Это разъем на центральный замок, цепляется он точно так же, как и на передней правой двери. Нажимаем на фиксатор и тянем разъем на себя. Это разъем блока кнопок стеклоподъемников. Чтобы его отсоединить, нужно вот этот яркий фиксатор потянуть вниз до конца, при этом тянуть разъем тоже вниз. Вот таким образом. Фиксатор, кстати, довольно тугой, приходится прикладывать усилия. Это у нас разъемы на центральный замок и на управление зеркалами. Здесь все просто, нажали на фиксатор, потянули разъем. По второму разъему то же самое, нажали на фиксатор, потянули разъем. Это разъем кнопки открывания багажника. Тот же самый фиксатор, нажимаем, тянем разъем. Ну и последний разъем у нас идет на индикатор штатной сигнализации. Его фиксатор находится на корпусе индикатора, сейчас я вам его покажу. По штатной виброизоляции все то же самое, два куска виброизоляции. Ну и также будьте аккуратны вот с этой проводкой, она здесь не зря приклеена. Либо ее совсем не отклеивайте, либо потом также фиксируйте, чтобы она не попала вот в это место, когда будете ставить обшивку на место. Но вот так выглядит фиксатор разъема индикатора сигнализации. Здесь нажимать на него не нужно, нужно просто потянуть его в сторону и разъем выйдет. Блок стеклоподъемников на передней левой обшивке у нас не брякает, но зато брякает кнопка открывания багажника. Будем также все это лечить. Ну а теперь переходим к разбору задней двери. И разбирается она практически точно так же, как и передняя. Точно так же снимаем накладку, отгибаем ее рукой, вставляем ремувер побольше и отщелкиваем накладку. Два болта торг 130. Третий болт у нас также находится внизу обшивки в районе динамика. Тоже торг 130 и все три болта одинаковые. Снимаем обшивку, начиная с нижнего левого угла. Затем просто поднимаем обшивку вверх и тянем ее на себя. Отсоединяем разъем стеклоподъемника, все очень просто. Нажимаем на фиксатор, тянем разъем вниз. И тросик ручки открывания двери. Нажимаем на фиксатор, достаем тросик.
Дальше достаем щит и высверливаем динамик. Все точно так же, как и на передней двери. Отсоединяем проводку от щита, отсоединяем разъем центрального замка и утапливаем тросик. Убираем остатки заклепок. Задняя дверь у нас полностью разобрана, смотрим ее штатную шумоизоляцию. Внутри двери у нас находится так же, как и в передней, два кусочка виброизоляции. И больше, конечно же, ничего нет. По низу задней двери у нас есть один вот такой усилитель. В районе динамика также нет никакой виброизоляции. Что касается задних обшивок, то на них также нет никакого шумопоглощающего материала, зато есть вот такая куча наклеек. Пистоны также местами немножко брякают, и немножко брякает кнопка стеклоподъемника. В остальном все хорошо. Еще когда будете снимать задние обшивки, обратите внимание вот на эти места, потому что очень часто бывает, что вот этот пластик вот в этом месте отрывается, потому что здесь он просто вот так вот припаян. Происходит это потому, что пистоны действительно очень жесткие, и снимать обшивку с такими пистонами действительно непросто. Но есть один способ, как свести к минимуму вероятность что-то сломать и сломать сами пистоны. Для этого берете ремувер, вставляете ремувер над пистоном, а руку заводите под обшивку под пистоном и одновременно, используя и руку, и ремувер, тянете обшивку. Таким образом нагрузка на пистон распределяется ровно, и такие пистоны гораздо проще выщелкиваются. На пола зазоры между обшивкой и дверью позволяет использовать такой метод. Нащупали ремувером пистон, вставили ремувер сверху, руку снизу и тянете. Все 4 двери у нас на полу разобраны, теперь остается подготовить их к шумоизоляции, а именно отмыть двери и обезжирить их. В этом процессе сложного ничего нет, сейчас я этим займусь, камера в это время отправится на зарядку, снимать я это не буду. Но там все предельно просто. Сначала берете влажную тряпку, протираете внутреннюю часть двери, протираете ту часть двери, где находятся тех отверстия, где у нас стояли щиты. При необходимости, конечно же, прополаскиваете тряпку, снова протираете, а затем все это просушиваете или ждете, пока само просохнет. Берете обезжириватель, я использую вот такой универсальный обезжириватель, продается в любом строительном магазине. Также берите вот такой распрыскиватель, будет гораздо удобнее. Наносите обезжириватель на тряпку, наносите обезжириватель внутрь двери, все тщательно протираете. При необходимости повторяете эту процедуру еще раз, и двери у вас будут готовы к шумоизоляции. Как закончу подготовку, включимся, покажу, что получилось, и начнем клеить двери. Все 4 двери у нас полностью уже подготовлены, обезжирены, сейчас будем клеить первый слой виброизоляции внутрь двери. На примере одной двери передней правой покажу весь процесс шумоизоляции, остальные двери буду уже делать без камеры. Сразу, кстати, уже замерил внутреннюю часть дверей и нарезал материал, который будет приклеен вторым слоем. Это спененная резина толщиной 6 мм, шумов комфорт 6. Здесь у меня уже подготовлено все, что необходимо для шумоизоляции дверей. Сейчас покажу, какой будет использоваться инструмент, и приступим к монтажу первого слоя. Я буду использовать 4 вот таких злых прикаточных ролика, вам понадобится возможно 1-2 ролика. Ножи для нарезки виброизоляции, лопаточка, чтобы разглаживать виброизоляцию в труднодоступных местах, ножницы, если придется подрезать второй слой, заклепки и заклепочник, чтобы посадить динамик на место. Заклепки здесь стандартные, как и на большинстве автомобилей, диаметр 4,8 мм, длина 12 мм. Ну а теперь приступаем к монтажу первого слоя. Дверь здесь довольно простая, несмотря на то, что здесь всего одно технологическое отверстие и одно отверстие под динамик. Ребер жесткости и усиливающих элементов внутри двери нет, поэтому просто заносим лист внутрь двери, вот в этот район, и начинаем его прикатывать валиком. Главное ровно разместить первый лист, который будет расположен в верхнем левом углу, чтобы потом все остальные листы также пошли ровно и никуда не съехали. Начинаем монтировать первый слой. После прикатки первого листа не забывайте тщательно проглаживать все труднодоступные места вот такой лопаточкой. Закончили монтаж первого слоя, теперь будем его обезжиривать и клеить второй слой. Но перед этим хочу рассказать о нескольких моментах. Первое, это обязательно проглаживайте нахлесты на штатную виброизоляцию, чтобы вот в этих местах, где наша виброизоляция ложится на штатную виброизоляцию, не было воздушных пузырей. После прикатки валиком обязательно берите лопаточку и тщательно проглаживайте все вот эти стыки. Штатную виброизоляцию мы, кстати, с дверей не убираем, потому что здесь она отлично держится. Если бы она отваливалась, крошилась, отдиралась руками и так далее, мы бы, естественно, ее убрали. Второй момент, по низу двери обязательно оставляем несколько сантиметров, не проклеиваем это место ни виброизоляцией, ни шумоизоляцией, потому что, во-первых, во многих автомобилях внизу двери есть сливы для воды, которая как конденсируется в двери, так и попадает в дверь через вот эти бархотки. И важно эти сливы не перекрыть. А во-вторых, дверь внизу за счет изгиба металла имеет достаточную жесткость, и виброизоляция там попросту не нужна. На этом все особенности виброизоляции внутренней части двери на Volkswagen Polo. Теперь берем обезжириватель, обезжириваем внутреннюю часть двери, то есть поверхность виброизоляции, которую мы только что наклеили, и монтируем второй слой. Старайтесь использовать, кстати, перчатки. Я редко ими пользуюсь, но вот сейчас порезался о фольгу и решил надеть перчатки. Это, кстати, не грязь, как вы могли подумать, а просто мастика от виброизоляции. Целым куском второй слой у нас, к сожалению, не получится наклеить, поэтому разрезаем его пополам, заносим в дверь и монтируем.
Также старайтесь максимально ровно смонтировать первый элемент, чтобы последующие было проще монтировать. Этот элемент в дальний угол мы уже толкать не будем. Будем клеить его по центру двери, а потом уже остальные клеить слева и справа от него. Ребят, сейчас, когда отрывал спинненную резину от подложки, почувствовал очень сильный запах клея, который мне напомнил праймер, который я использовал при шумоизоляции шин на своем автомобиле. Кто не видел ролик, ссылка будет в описании, можете зайти посмотреть. Поэтому в бутылочке, которая лежала в комплекте шумоизоляции, которую все называли праймером, скорее всего не праймер, точнее не совсем праймер, а просто оригинальный клей шумов. Теперь понятно, почему эта жидкость так сильно пахла клеем. Запах один в один с клеем вот на этом материале. Второй слой у нас под двери смонтирован, это спененная резина 6 мм, не путайте ее со спленом, потому что сплен в большей степени это теплоизолятор с минимальным эффектом шумоизоляции. Это же у нас шумоизоляция, которая по эффекту теплоизоляции еще и превосходит сплен. Из особенностей монтажа клей у материала очень липкий, поэтому монтируйте предельно аккуратно. Тех отверстия здесь маленькие, поэтому сначала заносим материал, потом уже отрываем подложку. Главное подложку отрывать всю полностью, чтобы она там не осталась. Ставим динамик на заклепки, ставим щит на место и приклеиваем эту часть двери виброизоляцией. Теперь обезжириваем щит, потому что до этого мы его не обезжиривали. Вот такие наклейки на проводке лучше срезать, чтобы они в двери не шуршали. Проводку пока на место не ставим, заклеиваем дверь, потом ставим проводку. Щит заклеивается отдельно, дверь заклеивается отдельно, чтобы был доступ внутрь двери. Примерно вот таким количеством материала заклеиваем эту часть двери. Берем узкий ролик, чтобы было легче работать, и раскатываем материал. Затем также берем лопаточку и продолжаем все труднодоступные места. Далее ставим на место проводку и уплотнительную резинку тросик открывания двери, а также защелкиваем разъем на центральный замок. Первая дверь у нас готова. Сейчас я аналогично заклеиваю все остальные двери, показываю вам, что получилось, и переходим к шумоизоляции обшивок. Закончил проклеивать двери, все 4 двери готовы. По задним дверям все то же самое, сначала Джокер, потом Комфорт 6, потом снова Джокер. Задние двери даже чуть-чуть попроще клеятся, чем передние. Ну и правая задняя дверь тоже готова. Ну а теперь переходим к шумоизоляции обшивок. Первым делом снимаем все пистоны с обшивки, потому что под них нужно будет наклеить антискрип. Затем берем обезжириватель, чистую сухую тряпку и обезжириваем обшивку. Заодно убираем все эти наклейки, убираются они очень просто, для этого нужно на них побрызгать обезжиривателем и буквально через 5-10 секунд спокойно их убрать. Обязательно обезжириваем обшивку по периметру, потому что здесь также будет смонтирован антискрип. Затем берем виброизоляцию и монтируем ее первым слоем на обшивку, чтобы пластик нашей обшивки получился более глухой. Берем валик для прикатки и все качественно прикатываем. Затем берем ленту антискрип шумов специфик и нарезаем ее вот таким образом. У вас должно получиться 5 вот таких элементов по количеству пистонов. Отрываем защитный слой и клеим под каждый пистон. Уже устанавливаем пистоны на место. Они должны быть вот в таком разжатом состоянии. Затем берем лист герметона 15, шумопоглотитель толщиной 15 мм. Отмеряем его, отрезаем и монтируем. Но перед этим также не забывайте обезжирить обшивку еще раз. А также на этой обшивке нам нужно избавиться от дребезга кнопки стеклоподъемника. Поэтому снова берем антискрип, отрезаем два таких небольших кусочка. Клеим их на кнопку стеклоподъемника и загоняем внутрь при помощи вот такого ремувера. Примерно вот таким образом. Подрезаем до нужных размеров лист шумопоглотителя. Не забываем вырезать в материале отверстия под динамик и под ручку открывания двери, а также под разъем стеклоподъемника. Затем снова берем ленту антискрип и обрабатываем обшивку по периметру.
Также монтируем антискрип на посадочные места обшивки. Обшивка у нас полностью заклеена, первый слой джокер, второй герметон на 15. Антискрип наклеен по периметру на посадочные места под пистонами. И также не забывайте обрабатывать вот эти места на обшивке, потому что этими элементами она упирается в металл двери. Их здесь всего 3. Обшивка полностью готова, можно ставить ее на место. Первая дверь у нас полностью готова и собрана, вот такой глухой звук. Но было примерно вот так. Сейчас аналогично заклею все остальные обшивки, там будет все то же самое. Только на передних дверях нужно будет еще проклеить уголки зеркал. Поставлю все 4 обшивки на место, и после этого машина будет готова, можно будет отдавать ее клиенту. Вам спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, напишите в комментариях, какой именно автомобиль вы бы хотели увидеть на шумоизоляции. Если у вас остались еще какие-то вопросы по шумоизоляции дверей на поло или вообще другие вопросы по шумоизоляции, также пишите их в комментарии. Обязательно постараюсь им ответить. До новых выпусков, всем пока. Да, кстати, ребят, вот так выглядит нераскрытый пистон. То есть этот пистон находится сейчас в рабочем положении, и он в высоком положении вместе с обшивкой выдернулся с двери. Хотя, скорее всего, нет, это задняя левая обшивка, эту дверь, говорят, ремонтировали, и обшивку уже снимали. Скорее всего, с такими пистонами ее обратно и поставили. Чтобы его раскрыть, берем вот такой ремувер, вставляем вот так, тянем его вверх до вот такого положения. Теперь такой пистон готов к установке. То же самое делаем со вторым нераскрытым пистоном. Все, теперь второй пистон тоже готов к установке. Если бы мы пистоны оставили просто в таком положении, в каком они были, то обшивка бы в этом месте просто не зафиксировалась.